Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США на Украине и в других регионах мира. Ранее мы обращали ваше внимание на перенос незавершенных украинских проектов на территории государств постсоветского пространства и Юго-Восточной Азии. В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка. Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией по управлению биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на африканском континенте. Деятельность данной системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов. Хотелось бы напомнить, что развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится по уже отработанному сценарию. В первую очередь высказывается озабоченность в связи с регулярными вспышками, например, сибирской язвы и тулеремии в одном регионе, ящера и чумы в другом. Как правило, это происходит во время встреч послов Соединенных Штатов с представителями местного Минздрава. Американские коллеги отмечают, что такие вспышки подрывают развитие экономического потенциала региона. Ставится под сомнение уровень подготовки руководящего состава и специалистов в части нейтрализации биологических угроз, высказывается необходимость повышения их квалификации. На этом фоне предлагается создать в течение 1-2 лет Центр диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, который займется изучением опасных патогенов и механизмов их мутации, разработкой и тестированием современных вакцин. Одновременно планируется вовлечение местных специалистов в научно-исследовательские проекты управления по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА. С этой целью озвучивается, что США подготавливают 3-месячную программу обучения сотрудников Центра. Обсуждается вопрос интеграции региональных информационных комплексов в американскую электронную систему наблюдения за заболеваниями. Чаще всего представители ДИТРА рекомендуют партнерам активизировать данный процесс, уделив особое внимание обеспечению бесперебойной работы соответствующего оборудования и сетевых коммуникаций. Для этих целей, как правило, сразу выделяется от 5 до 10 миллионов долларов США с возможным увеличением финансирования до 20 миллионов с учетом реализации первой фазы проекта. Для выстраивания взаимодействия с местными профильными министерствами привлекаются государственные органы Соединенных Штатов, частные подрядные компании, включая предприятия так называемой Big Pharma. Результатом избирательной помощи является переход на американские стандарты подготовки персонала, а также передача и обобщение информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов. При этом втянутые в указанную систему государства участники утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают под полную зависимость от Соединенных Штатов Америки. Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами. Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями Министерства обороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделения и секвенирования патогенов. Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах экваториальной Африки. В Нигерии в 2024 году создан совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория Вооруженных сил Республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов Министерства обороны США. В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них
CH2M-HIL, Black & Witch и Метабиота. Для организации военно-биологических исследований Пентагон также использует существующую инфраструктуру и потенциал африканских стран. Заказчиками работ в интересах военного ведомства является Управление по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА, Агентство национальной безопасности и Госдепартамент. Основными потребителями результатов исследований выступает Армейский исследовательский институт имени Уолтера Рида и медицинские НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США. При этом Соединенные Штаты не раскрывают конечные цели проводимых экспериментов перед партнерами, которые часто не имеют представления о рисках, связанных с выполнением американских программ. Для организации исследовательской деятельности США намеренно используют экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения. Так, США направили на поддержку системы здравоохранения Гвинеи порядка $40 миллионов. Одновременно американская администрация инициировала в республике проект по изучению лихорадки Ласса, тяжелого инфекционного заболевания, в отношении которого не существует средств профилактики и лечения. Особое внимание к данному государству обусловлено стремлением США нанести ущерб российско-гвинейскому экономическому сотрудничеству. Финансируемые американцами биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ. В качестве добровольцев нигерийские граждане принимают участие в клинической оценке противовирусных препаратов, аффилированной с Пентагоном компании «Гилеад». Напомню, что данная фармакомпания проводила испытания своих препаратов на гражданах Украины. В текущем году Пентагон приступил к активному исследованию возбудителей особо опасных инфекций в Замбии. При этом финансирование было направлено на повышение возможностей военно-медицинских учреждений и переподготовку медико-санитарного персонала. В ходе взаимодействия с ЮАР Соединенные Штаты добиваются организации на базе Южноафриканского института трансмиссивных заболеваний совместного изучения вируса оспы обезьян. Вашингтоном было передано 10 тысяч доз вакцин от данного заболевания производства датской компании Bavarian Nordic, которая не получила окончательного одобрения от ВОЗ и может применяться исключительно в отношении лиц из группы высокого риска. В рамках инициативы «Геномы патогенов» проводится изучение особенностей возникновения инфекций и устойчивость патогенных микроорганизмов к медицинским препаратам. К реализации проекта привлечено более 20 биологических объектов в 18 африканских странах. Финансирование осуществляется через Центр по контролю и профилактике заболеваний США, а также подрядные организации и благотворительные фонды, которые тесно взаимодействуют с Пентагоном. Обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входит редактирование геномов выявленных микроорганизмов, что может привести к усилению функций патогенов. С учетом разработки Африканским центром по контролю над заболеваниями стратегии биозащиты и биобезопасности Африканского союза, которую планируется принять в 2025 году, США активизировали консультации со странами региона, чтобы обеспечить удобное для Вашингтона положение документа. Особую обеспокоенность американцев вызывает проводимая Россией и Китаем работа с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов в связи с тем, что она препятствует деятельности Пентагона в указанной сфере. В то время как заявленными целями является мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на практике мы видим наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по Конвенции о запрещении биологического оружия. При этом прослеживается четкая тенденция. Возбудители болезней, которые попадают в зону интереса Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании. Примером являются такие инфекции, как желтая лихорадка, оспа обезьян и лихорадка долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США. Мы уже обращали ваше внимание на реальных заказчиков военно-биологических проектов и попытки их работы под прикрытием подрядных организаций. Так, представленное на слайде предложение компании Метабиота адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США
и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что изучение патогенов в странах африканского континента занимается ДИТРА, Министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости гуманитарного взаимодействия Агентства США по международному развитию. Напомню, что в настоящее время деятельность компании Метабиота прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены с представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США. На слайде приведены организаторы и участники незаконной военно-биологической деятельности на территории стран Африки. Среди них военнослужащие исследовательского института сухопутных войск Соединенных Штатов имени Уолтера Рида, сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА, Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В их числе Алексис Робинсон, атташе управления по снижению угрозы Минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке, который принимал участие в обучении местных специалистов методом работы ДИТРА в обмен на интересующие Пентагон сведения. Хелена Мэри и Марк Бреда, региональные директора Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида в Нигерии и Танзании, выступали в качестве организаторов отбора биоматериала местного населения в интересах американского военного ведомства, а также проведения испытаний нелицензированных лекарственных препаратов. Джейн Вахира, главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин, содействовала в предоставлении американским специалистам неограниченного доступа к коллекциям особо опасных патогенов Кении. Джон Никаима, глава командования специальных операций в Кении, курировал программу ДИТРА по расширению возможностей сил обороны Кении в обращении с химическими, биологическими, радиационными и ядерными веществами. В результате анализа полученной документации было установлено более 30 фигурантов, в том числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний. Необходимо отметить, что ранее озвученная в ходе брифингов Министерства обороны России информация по военно-биологической деятельности США на африканском континенте была услышана зарубежными средствами массовой информации и экспертным сообществом. Соответствующие комментарии были размещены в европейских и американских СМИ, а также на информационных порталах Ближневосточного региона. Особое внимание уделено переносу незавершенных военно-биологических исследований с территории Украины. Так, в материалах издания Daily Telegraph отмечено, что Пентагон вынужден перенести незавершенные исследования в рамках украинских проектов в другие регионы. Подобная публикация представлена и на сайте индонезийского агентства Asia Today. В материалах издания «Дипломат» Булаваева высказывается озабоченность в связи с проведением американскими военными биологами закрытых работ в природных очагах ряда африканских государств, а также планами Пентагона по развертыванию сети биолабораторий. Целый ряд изданий выразили озабоченность деятельностью американской частной военной компании Бэнкрофт на территории Центральноафриканской Республики в интересах ДИТРА. Французское медиаиздание RFI связало такую активность ЧВК с попыткой выгородить основного координатора военно-биологических проектов из зоны общественного внимания. Интернет-издание «Геополитика» опубликовало статью о совместной деятельности ДИТРА и американской некоммерческой организации RTI International по мониторингу инфекционных заболеваний в Африке, которая, по мнению издания, является компонентом более широкой инициативы Пентагона по биологическому шпионажу. Пристальное внимание региональных СМИ привлекли факты проведения испытаний клинических препаратов, не получивших одобрения ВОЗ на население африканских государств. Таким образом, на фоне поступательного укрепления позиций России в Африке, в том числе в сфере биобезопасности, Соединенные Штаты стремятся не допустить ослабления своего влияния в регионе.
В этой связи хотелось бы еще раз напомнить о непрозрачных методах работы Вашингтона и предостеречь наших африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере. Как показывает практика, подобные взаимодействия оборачиваются утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью. Министерство обороны продолжит анализ поступающей информации и будет вас информировать.